Всем привет, друзья! Это вы удачно зашли. Сегодня я сварила домашний сахар. Вареный сахар для многих из нас не просто лакомство к чаю, а еще вареный сахар – это память о нашем детстве. Существует множество рецептов приготовления домашнего сахара. Этот рецепт может стать находкой для тех, кто любит твердый сыр, а не рыхлый и быстро растворимый. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте пройдемся пошагово рецептам неимоверно вкусного лакомства к чаю вместе. Итак, в кастрюлю с толстым дном насыпаю сахар. Туда же наливаю воду и ставлю кастрюлю на огонь. Огонь чуть ниже среднего. Периодически мешаю сироп, но нет необходимости мешать сахарный сироп все время. Я обычно это делаю по ходу, между делом. А после того, как идут первые пузырьки, то есть сироп кипит, варится, делаю это еще реже. Таким образом, варю сахарный сироп на низком огне 3-3,5 часа, затем наливаю в кастрюлю молоко. И с момента закипания варю сироп на низком огне еще примерно час. При этом иногда также мешаю сироп. Орехи нарезаю на достаточно крупные кусочки и вместе с изюмом без косточек отправляю в сироп. Естественно, я их предварительно помыла и посушила на бумажном полотенце. Также отправляю в сироп цедру лимона и продолжаю варить его. У меня лимон большой, я положила цедру пол-лимона. Постепенно сироп становится достаточно густым, и пузырьки лопаются все медленнее и лениво. Также через какое-то время варки капли от сахарного сиропа начинают течь достаточно лениво с лопатки. А если оставить на ложке и лопаточке немного сиропа, то можно заметить, что капли сиропа быстро превращаются в кристаллику. Варю еще немного, и можно снять сироп с огня. Но перед этим надо подготовить посуду, куда надо будет вылить сироп. Я для этого применяю поднос. Но чтобы потом долго не возиться с тем, чтобы без проблем и безотходно достать сахар из посуды, на поднос застилаю пергаментную бумагу. А чтобы пергаментная бумага надежно прилипалась к подносу, в поднос предварительно наливаю воду. На мой взгляд, практика показала, что это самый оптимальный вариант. При желании в посуду, куда зальете сироп, можете насыпать сахар или смазать ее растительным маслом, или даже никуда не выливать сироп, а оставить его в той же посуде, в которой вы его сварили. Дать сиропу полностью остыть, затем буквально на несколько минут поставить кастрюлю на тихий огонь и потихонечку достать сваренный сахар из нее. В таком случае кастрюлю надо выбирать пошире. Так что выбор за вами. В конце варки сироп становится достаточно густым, и мешать его становится тяжело. Вот теперь все, сироп полностью готов. Я наливаю горячий сироп в поднос, быстренько выравниваю поверхность сахарного сиропа. Надо действовать очень оперативно, иначе, как вы понимаете, если сироп остынет, придать форму литому куску сахара будет уже невозможно. С остывшего сахара снимаю пергаментную бумагу. Затвердевший кусок литого сахара можно наломать с помощью ножа. Я это делаю с помощью специального кухонного прибора, специальных ножниц, кусачек для колки сахара. Друзья, я с удовольствием поделилась тонкостями приготовления вареного сахара. Казалось бы, ничего сложного, но тут есть очень тонкий момент. В разное время я пробовала разные варианты, как достать затвердевший сахар из посуды без проблем. В некоторых случаях варить сахар удавался намного проще, чем потом доставать его из посуды. Вот
В этом плане вариант с пергаментной бумагой самый простой и надежный из всех, что я пробовала. Буду признательна, если вы поделитесь своим опытом, как еще можно достать остывший сахар из посуды без проблем. Ну что, друзья, самый доступный набор продуктов и всего 15-20 минут активного времени за плитой, и вуаля! Целая гора неимоверной вкуснятины, вареный сахар в домашних условиях, готов. Друзья, обязательно приготовьте такую вкуснятину для себя и для своих близких. Такое вкусное лакомство вы нигде не купите. Конечно же, пользуясь случаем, я сердечно благодарю Рая Ханум за этот чудесный рецепт. Уверена, что многие из тех, кто попробует приготовить вареный сахар по этому рецепту, присоединятся ко мне. А я всем желаю приятного аппетита, хорошего дня, бодрого настроения. Благодарю всех за просмотр, за ваши лайки и отзывы. Я пока прощаюсь с вами, но буду ждать вас у себя в гостях. Ведь я и рада, всегда вам рада.